Мы очень много времени тратим на то, что несет мало пользы. Выполняем бессмысленную работу, предаемся легкомысленным развлечениям, едим, когда нам скучно, много спим. А когда ничем предметным не заняты, то просто сидим в интернете или смотрим телевизор. Буквально каждый момент жизни мы стремимся заполнить мнимой активностью. Саморазвитие – процесс постоянный, и нельзя останавливаться ни на секунду. Однако развивают не только книги, но и понимание простых истин. Осознание некоторых из них способно привести к гигантскому прыжку в личном развитии. В этом видео вы найдете 12 простых истин саморазвития. Обязательно досмотрите видео до конца, чтобы не пропустить самое важное. Жизнь происходит прямо сейчас. Мы очень любим думать о том, что в ближайшем будущем будем счастливы, начнем жить на полную, выработаем нужные навыки, получим повышение или откроем свое дело. Однако этот день все никак не наступает. И не наступит. Вам ничто не мешает быть счастливыми уже сейчас. Ничего не мешает найти 20-30 минут в день и начать учиться и развивать нужные навыки. Главное не проблема, а реакция на нее. Если подумать, то мы вообще мало что контролируем в жизни. От нас мало зависит состояние финансовой системы страны, природные катаклизмы и многое другое. На этой планете случается много плохих вещей. Однако мы всегда можем выбирать свою реакцию. И если она проактивна, то мы способны многое изменить. Когда вы вместо мысли «О боге, почему это опять случилось со мной?» думаете «Хорошо, и что мне теперь делать?», то уже можете называть себя развитым человеком со здоровой психикой. Перемены и изменения – это правильно. Любая перемена несет страх, потому что имеет дело с чем-то неизвестным. А если успех и лежит где-то, то именно в области неизвестного. Поэтому, если вам некомфортно, то это может быть признаком того, что вы идете правильной дорогой. Побед в спорте не бывает без болезненных изменений. То же касается и других сфер. Приучите себя к этой мысли. Необходимо знать о своих ценностях. Когда человек не осознает свои ценности и того, во что он верит, им легко управлять. Ему можно внушить все, что угодно, вплоть до того, что довести его до животного состояния. Человек же, знающий их и осознанный, будет мыслить независимо и критически. Даже если его ценности меняются под воздействием новой информации или по мере приобретения опыта, он четко понимает, почему это произошло. Общение с людьми приведет к успеху. Практически никто не добивается успеха в одиночку. Мы также склонны недооценивать роль близких людей в своих победах, а они зачастую несомненны. Больше половины из того, чем мы занимаемся с самого утра до ночи, мы делаем ради близких людей. Даже если не понимаем этого. Помните об этом. Занимаясь саморазвитием, вы улучшаете себя не только ради себя, но и ради близких. Принимайте людей такими, какими они есть. Люди, которых вы любите, будут разочаровывать вас. Они будут принимать решения, которыми вы будете недовольны. Старайтесь не контролировать и не критиковать их. И опять же, это не означает, что вы не можете влиять на людей и помогать им меняться в лучшую сторону. Однако делать это нужно ненавязчиво и спокойно, без критики и осуждения. Это высшее мастерство, но оно того стоит. Ведь окружающие люди будут становиться лучшим благодаря вам. Примите свои недостатки. Это не значит любить их и прожить с ними всю свою жизнь. Это означает начать действовать, несмотря на них. Ведь зачастую мы чувствуем, что недостаточно умны, креативны или привлекательны, а потому не делаем первого шага. С недостатками необходимо бороться, но при этом мысли о них не должны изводить вас. Считаете себя глупым? Начните читать, повышайте когнитивную способность и уровень творческого мышления. Причем прямо сейчас. Ведь все возможности для этого у вас есть. Какой смысл только об этом думать, если это по итогу ни к чему не приведет? Перестаньте слишком давить. Мы любим давить на людей, обстоятельства и самих себя, чтобы получить то, что отчаянно хотим. К чему это приводит? К обратному результату. Это тонкое искусство. Да, нужно быть упорным, идя к своей цели, но при этом необходимо быть достаточно расслабленным во время неудач. Имейте цели, но будьте гибким. Постановка целей – одно из самых лучших решений, которые вы можете принять. Без цели человек не понимает, что и зачем делает,
и в итоге топчется на одном месте. Тем не менее, многие забывают об одном. В процессе достижения целей люди сами меняются, а значит, могут измениться и их приоритеты, ценности и мысли. Если вы идете к цели уже несколько месяцев и поняли, что нужно ее подкорректировать, не бойтесь и меняйте курс. Живите просто, найдите баланс. Большое количество мыслей, людей и вещей в нашей жизни могут привести к стрессу и неорганизованности. На все времени не хватит. Поэтому нужно по возможности избавиться от вещей, отнимающих ценное время. При этом выясните, какие сферы жизни для вас наиболее важны. Но не забывайте и об остальных. Даже если вы любите интеллектуальный труд, хотя бы иногда занимайтесь физическим или спортом. Это будет только на пользу. Ищите позитив. Негативные мысли часто возникают неосознанно. А вот для того, чтобы мыслить позитивно, нужны сознательные усилия. Тренируйте себя и учитесь видеть в препятствиях и проблемах в том числе и позитивные стороны. А если вы не знаете, как это сделать, посмотрите наше видео на тему позитивного мышления. Ссылки я оставлю в описании и в подсказках. Цените природу. Как ни крути, а город – это продукт деятельности человека. Тогда, когда в природе есть что-то первобытное, настоящее, искреннее и неподдельное. Люди, живущие в горах и лесах, намного реже испытывают стресс. Поэтому цените природу.